Но эта пересадка будет необычная. Я посажу ее совсем не в керамзит. Рассказывай. Все спят. Сёма, Сёмка, ты спрятался? Ну, сиди под столом. Добрый день, друзья! Сегодня продолжим пересадки маленьких орхидей, которые я получила из Краснодара. Ссылку на видео распаковки этой орхидеи я оставлю в правом верхнем углу экрана, а все контакты продавца оставлю в описании под видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях, интересны ли вам пересадки таких маленьких орхидей. Но эта пересадка будет необычная. Я посажу ее совсем не в керамзит. Давайте сначала посмотрим на орхидею, в каком состоянии я пересаживаю орхидеи. Это орхидея Санта-Клаус. Вот когда орхидея в таком активном росте и корней, и листьев, вот только тогда я приступаю к пересадке таких орхидей. Извлекаю орхидею из горшка. Даже мух живой. Даже мух зелененький живой здесь. Но это я к ней добавляла зеленый живой мох, поэтому он и остался живым. Вот такой мох можно не выбрасывать. Его можно опять поместить в какую-то емкость, и он продолжит расти. Вот видите, какой? Живой. Вот этот мох. Именно тот, который я добавляла, в одну сторону положу. А вот этот старый мох, в котором она пришла и долгое время росла, ну, конечно, я выброшу. И вот что интересно, даже в этом старом мху у орхидеи внутри живые растущие корни. Да, они белые, но белые они лишь только потому, что росли в темноте, и свет к ним сквозь этот мох не проникал. А смотрите, корни-то все, почти все живые, вот только единственный корешок, на котором сгнил веломен. А остальные корни чудесные. Да и нарастила она немало корней. Вот они внизу, растущие корешки. И от старого корня пошел молодой новый корень расти. И еще один есть такой же корень. Вот это и называется орхидея в активном росте. Так, стараюсь убрать весь мох. Он больше ей не понадобится. Так, и отрезать вот этот корень совсем с гнилым веломеном. Так, еще один корешок появился. Сейчас мы его найдем, где он начинается и где он заканчивается. Ну, где он заканчивается, я вижу, а вот где он начинается, вот. Он рос внутри торфяного стакана, его тоже отрезаю. Так, еще один такой же.
Остальное стоит все оставить. Даже вот эти корни совсем-совсем маленькие, с которыми она росла, это самые-самые первые ее корни. Их не стоит отрезать, их стоит оставить в посадке, но они очень быстро также сгниют. Но в этом нет, опять же, ничего страшного. Корни какое-то время растут у орхидеи, потом погибает, она растит новые корни. Вот здесь видно, что от шеи растет новый молодой корень. Здесь на старом корне тоже пробуждается опять рост корешка. Вот такие чудные корешки у этой орхидеи. Я пойду промою их под проточной водой. Не снимается этот мох весь у меня пинцетом. Легче все это смыть водичкой. А как я промываю орхидею, оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. Ну вот. Пока промывает орхидею, ты прибежал. Наверное, ты покушал. Конечно. Давай, заходи. Вот. И здесь садись и сиди. Да не трогаешь ты объектив носом. Ах ты. Ага. Свобода. Ну сейчас ты опять уйдешь. Лучше уходи сам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Уходи быстренько! Быстренько! Я промыла корни. Немного мха осталось, но его уже не оторвать от этих корней. Так, Сёма прошелся. Горшок я взяла объемом 0,6 литров. Корешки небольшие, поэтому орхидею нужно сажать в такой объем горшка, где у нее помещаются все корни, но не остается много свободного места. А так она прекрасно помещается, и в течение, я думаю, что года или полтора она проведет время в этом горшке. За это время подрастут и корни, и листики, и тогда можно будет сделать следующую пересадку. Но что же необычного именно вот у этой посадки орхидеи? Постоянные зрители моего канала знают, что я свои орхидеи сажаю в керамзит. Но всегда очень много вопросов, а как же поливать орхидею в коре? А растут ли по-разному орхидеи в коре и в керамзите? И поэтому у нас есть две экспериментальных орхидеи, которые я посадила. Одну в керамзит, а другую в кору. Но для того, чтобы точнее понять, как же они растут по-разному или нет, давайте еще одну орхидею посадим в кору. Для меня нет большой разницы, в какой грунт посажена орхидея. Главное не грунт. Главное – полив этой орхидеи. И у меня есть небольшое количество коры сосны пиния. Вот в нее мы сейчас и посадим эту орхидею. И будем за ней также наблюдать, как она будет расти. А те две экспериментальных орхидейки, они не только посажены в разный грунт, но еще посажены обе с торфяными стаканами, я вам обязательно покажу. Конечно, они растут, но как растут, вы узнаете чуть позже. Так вот, для орхидеи главное – это полив. Но даже полив, даже в коре, он тоже может быть разным. И это зависит от качества коры. Вот эта кора очень сухая. И на данный момент она совсем не влагоемкая. Она больше похожа на керамзит.
И за один раз, за один полив, она не станет влагоемкой. Она не впитает в себя большое количество влаги. Поэтому ориентироваться при поливе я точно так же буду на состояние корней. Да и всегда ориентируемся в поливе только на состояние корней. Корни должны в любых посадках, в любых грунтах просыхать. Это заложено в жизни орхидеи, заложено природой. И если вы научились поливать орхидею правильно, то это залог здоровья вашей орхидеи. И неважно, в каком грунте она будет у вас посажена. Ну а для примера еще одну маленькую орхидейку я сажаю в кору. И часто, когда я отвечаю на вопросы ВКонтакте, а я отвечаю там только в личных сообщениях, я советую посадить орхидею в мелкую кору. Например, после реанимации. Смотрите, мелкая кора – это вот такая кора. Совсем меленькая. То есть сантиметр. Она будет более влагоемкая, и реанимашкам это как раз поможет быстрее адаптироваться. Да, и маленьким орхидеям тоже. Вот и вся посадка. Как же поливать такую орхидею? Но именно эту орхидею в этой посадке я буду поливать только тогда, когда у нее просохнут видимые корни. Сейчас корни влажные, кора сухая. Корни просохнут и будут серебристыми примерно на 3-4 день. Вот тогда я и сделаю полив. Я недаром сказала, что нужно обращать внимание не только на корни орхидей, а на влагоемкость коры. И вот сейчас я эту орхидею буду поливать точно так же, как я поливаю орхидеи в керамзите. Наливать воду в горшок на 2 пальца ниже грунта. Не такое же время, как в керамзите, ни часа, ни полтора, а примерно 30 минут. Кора не наберет большое количество влаги, а корни за это время успеют напиться. А вот по мере того, как кора будет становиться более влагоемкой, а это должно пройти даже не 1 месяц, тогда изменю систему полива. Может быть, это будет проливом, оставляя небольшое количество воды в горшке. Может быть, как-то по-другому. Но об этом я вам все обязательно расскажу. По мере того, когда это будет происходить. А сейчас понаблюдаем за ростом этой великолепной орхидеи Санта-Клаус. И очень уж хочется, чтобы она зацвела к следующему Новому году. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.